Поддержка технологии BassUp, 13-мм динамические драйвера, система из двух микрофонов с шумоподавлением ENC для звонков, удобная эргономика, стильный дизайн, интересные расцветки, время автономной работы до 6 часов на одном заряде наушников и до 36 часов вместе с кейсом, поддержка фирменного приложения с предустановками звука, удобное сенсорное управление, как вы уже поняли обо всем этом, я прочел в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore K20i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Упаковка стандартная для Anker Soundcore. Выполнена она из тонкого картона в бело-синем цвете. На ней есть название, изображение и краткие характеристики у модели. Упаковка простая. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство пользователя и кабель для зарядки Type-C. Габариты кейса, как и наушников, вы можете наблюдать на экране. Вес же одного наушника составляет 3,5 грамма, а вес кейса 37 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная, белая, голубая и фиолетовая расцветки данной модели. Выполнен же кейс из глянцевого пластика. Собран он в целом хорошо, но люфт у крышки очень заметный. Качество материалов, учитывая стоимость, в принципе неплохое. Форма кейса прямоугольная, по габаритам он не компактный и в кармане может слегка мешаться. На корпусе расположили лейбл с тиснением, разъем для зарядки Type-C и LED-индикатор в виде полосы. Открыть одной рукой кейс довольно просто, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри кейса находится маркировка Left-Right, краткая информация и два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе слегка гуляют, с закрытой крышкой наушники из кейса не вылетают, да и с открытой, чтобы вытряхнуть их из кейса, необходимо приложить немало усилий. Извлекать же наушники очень удобно. Переходим к наушникам. Дизайн K20i интересный, выглядят наушники аккуратно из-за своих размеров. Выполнена пара из матового и глянцевого пластика, а звуковод овальной формы с металлической сеточкой, за что плюс. Качество сборки неплохое, но лично меня слегка настораживают выступы в стыковочных местах. Возможно, они будут забиваться грязью. Но не факт. Посадка удобная, из ушей наушники выпирают минимально, дискомфорт при длительном прослушивании лично я не обнаружил, но посадка ненадежная из-за форм-фактора и размера наушников. Для более плотной посадки можно приобрести силиконовые накладки. На корпусе же расположили микрофоны, логотип, контакты для зарядки и сенсорные области для управления. Из команд на борту play, пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ, сброс вызова и вызов голосового ассистента. Управление же удобное, настроить его возможность есть, ко всему еще и полноценно. Одиночное касание можно отключить или включить в приложении. Это первая пара, у которой команд для управления больше, чем необходимо. За что плюс, так как в основном не хватает хотя бы одной команды для полноценного управления. Жаль только то, что нельзя повесить включение-выключение игрового режима. На тапы откликаются наушники корректно, некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники 13-мм динамическими драйверами, плюс есть поддержка технологии BassUp. А по кодекам есть поддержка AAC и SBC. По одному наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после изъятия их из кейса к ранее подключенному устройству, за что минус. Исходя из этого делаем вывод, что кейс не умный. Мультипоинта на борту нет, как и датчиков автоматической паузы. Полный цикл зарядки кейса занимает в среднем 2 часа. Наушники же заряжаются около 1 часа. Производитель заявляет о 6 часах автономной работы на одном заряде наушников и до 36 часов вместе с кейсом. По моим тестам, на 70% громкости с кодеком AAC вышло 4 часа 45 минут, а с кейсом они смогут прожить около 23 часов. К слову, 10 минут подзарядки наушников в боксе дают 1 час 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость есть только у наушников по стандарту IPX5. Для тестирования на водонепроницаемость я штатно окунул их в воду, мой экземпляр не пострадал, микрофоны вроде не стали хуже работать, да и звучание не ухудшилось. Но я однозначно не советую намеренно топить их в воде. Вообще любые наушники лучше не топить, с одной стороны. С другой стороны, за 7 лет моего блогинга ни одни наушники еще не погибли от подобного утопления. Для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. Как бы не смешно это звучало, но да, в таких бюджетных наушниках есть еще поддержка приложения. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд наушников по отдельности, ко всему еще в процентах, но заряд кейса не отображается. Далее, помимо уже перечисленного, есть вкладка «Звуковые эффекты» с предустановками звучания в количестве 22 штук, плюс можно создать свои кастомные эквалайзеры или персонализировать стоковые.
Из полезного в приложении можно выключить тональные сигналы, настроить автоматическое выключение и обновить прошивку, но мне обновление еще не прилетало. Летим дальше. Bluetooth-чип установлен в версии 5.3, связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две, но на улице изредка проскакивали фризы, при этом полностью они не отваливались. Задержка на YouTube незаметна, в играх с режимом для снижения низкой задержки все в пределах нормы. Но, разумеется, задержка не является минимальной. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, которых по два на каждом наушнике, поддерживают технологию шумоподавления ENC. И справляются они довольно хорошо, но, разумеется, ожидать от них какой-то работы, как в более дорогих моделях, не стоит. K20i подойдет только для разговоров в тихой обстановке. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников от Anker 20 K20i. Насколько они отрабатывают хорошо, вы сейчас слышите, но повторяю, что со звуком здесь не так все волшебно. И микрофоны, в принципе, не волшебные. Хотя, в принципе, волшебных микрофонов в бюджетных наушниках беспроводных не бывает. Только в проводных, когда у вас микрофон, вот этот вот маленький, вроде бы в наушниках там, за 500 рублей проводных, отрабатывает примерно так же, как и ваш микрофон в смартфоне. Почему? Потому что источник рядом с приемником. Вот и все. Звучание. Запас громкости есть, но не совсем большой. Сбалансированность звучания неплохая, что можно сказать и про проработку середины. Высокие звучат приятно и отчетливо. Отмечу, что треки с преобладающими низкими частотами данной паре даются очень сложно, да и под подобную музыку они не подходят. Подобные треки звучат хрипло, да и в целом звук не лучший за эту стоимость, так как есть модели от Redmi с хорошим звуком в этой ценовой категории. Также можно обратить внимание на вкладыши от iQOO, Huawei, Oppo и SoundPizza с кодеком LDAC, но они чуть будут дороже. Из минусов: кейс неумный, приложение не отображает заряд в процентах, не лучшее время автономной работы, нет возможности включить игровой режим с помощью сенсорного управления, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это один из немногих моментов, которые радуют в этих наушниках. Напоминаю, что сейчас идет распродажа. Резюмирую: Anker Soundcore K20i — неплохие бюджетные наушники с базовым функционалом. По звуку они меня вовсе не порадовали. В домашних условиях с тихой обстановкой они звучат как практически все вкладыши в этой ценовой категории. Но на улице с шумом машин и так далее звук вовсе неприятный, особенно если слушать музыку с преобладающими низкими частотами. А это, можно сказать, практически вся основная музыка. От меня девайсу максимально скромная дата, только если вы их приобрели, если не приобрели. В эту стоимость, повторяюсь, смотрите, Redmi много чего выпустили, Realme много чего выпустили. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, может быть, у вас есть эти наушники на руках, у вас другое впечатление от них. Добра и удачи вам, дорогие друзья.